Всем привет! На улице очень холодает. У нас сегодня первый день идет снег. И я решила связать вот такой комбинезончик для нашего тигренка Гоши, на которого есть бесплатный мастер-класс на моем канале, чтобы ему было не так холодно. Если кого-то заинтересует такой комбинезончик, предлагаю его связать вместе со мной. Этих тигрят уже очень многие девочки связали, прислали мне фото. Спасибо огромное всем за это. И сейчас я расскажу, из чего я вязала конкретно этот комбинезончик. Я буду вязать его в мастер-классе. И также покажу другие еще комбинезончики, которые я связала по этой же самой схеме, но из другой пряжи. Так, это пряжа. У меня, к сожалению, такой кусочек маленький остался от этой пряжи, потому что я ее очень давно, даже не я покупала, а сестра мне ее заказывала на сайте. И эта пряжа Vita Baby Print. Тут вот нету Baby. 100% акрил, в 100 граммах 400 метров. Но он очень объемный. Такой прям. И я нашла в интернете номер его 4863. Если кого-то заинтересует именно этот цвет. Вот такая вот пряжа. И обвязочку я делала пряжей Alize Baby Soft. Это уже известная пряжа. В 50 граммах 115 метров. Номер цвета 55. И это 100% микрофиброакрил. Так, теперь еще каких я вязала. Вот такой беленький. Почему-то он на камеру так смотрится немножко грязноватый, что ли, цвет. На самом деле он такой прям белый-белый и блестящий. А блесков не видно рюлекса, к сожалению. Вот. Он метражом меньше, поэтому он вот так вот более плотненько сидит, но тоже точно так же. Я вот про что и хочу сказать, что неважно какой там метраж, он просто будет либо более свободным комбинезончиком, либо более, оно и то интересно смотрится. Эта пряжа вот такая вот. Может, так будет видно люрекс? Нет, почему-то на камеру вообще не видно люрекс. Ладно. Alize Simli Sal, да, так она, наверное, Сол, или как правильно называется. Номер 56. В 100 граммах 460 метров. Видите, здесь 400 метров в 100 граммах, здесь 460. Но она намного тоньше. Это за счет того, что очень объемный такой акрил. Вот эта пряжа тоньше, и она уже более такая, более облегает его. Но тоже не плотно, так вот тут есть свободный, одевается легко. Тоже можно использовать. Поэтому можно хоть что взять, и тот же хлопок, там детская новинка, что там еще, детский каприз. Вот. И обвязочку здесь я делала тоже пряжей Alize Baby Soft, такой же точно пряжей, только вот такая вот секционного окрашивания. Это номер 51300. Вот такая интересная пряжа. Видите, как получается симпатично, разноцветная. Вот. Я и сюда хотела такую же, но почему-то оно, я когда начала обвязку делать, оно сливается с вот этим цветом, и как-то нету выделения. Я решила беленьким обвязать. Так, и третий еще комбинезончик я связала, тоже вот такой желтенький. Это пряжа. Так, это пряжа детский каприз от Пехорки. В 50 граммах 225 метров. Это полушерсть, 50% шерсть меринос, 50% пан фибра. Но цвета, к сожалению, здесь номера не пишут. Ни названия, ни номера. Ну, вот такой вот, как желток он идет. Такой очень яркий. Детский каприз. Очень мягкая такая пряжа. Тоже она тоненькая, поэтому оно вот так вот получилось. Как бы более...
поменьше, чем вот этот комбинезончик. Но мне и тот нравится вариант. И свободно интересно смотрится такой. И по фигуре, так скажем, тоже интересно. Обвязочку здесь сделала тоже вот этим же цветом секционным софти. Вот. Теперь что еще понадобится? Маркеры, какие-нибудь бусинки, крючок. Крючком я вязала все, и обвязочку, и все комбинезончики, все 3 я вязала крючком 2,5 миллиметра. Также понадобятся иголочки для того, чтобы спрятать кончики ниток. Пуговки. У меня вот такие маленькие пуговки 8 миллиметров всего. Вот такие пуговички разные. Кому какие нравятся. Можно побольше, можно поменьше. Вот. Ну и в принципе все, что понадобится для вязания таких комбинезончиков. Если кого-то это заинтересовало, кто уже связал со мной Гошу, их очень много девочек таких, спасибо огромное, то предлагаю вам связать для них еще и комбинезончики. Приступим. Набираем 22 воздушные петли. Делаем первую закрепительную петлю. В нее набираем 22 воздушные петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Весь комбинезончик будем вязать полустолбиками с одним накидом. Я сразу говорю, потому что у меня бывает, тут спрашивают, вы сказали столбик, а какой именно столбик? Вот я говорю, что весь комбинезончик вяжем полустолбиками с накидом и только обвязку столбиками без накида. Я это скажу, когда будем делать обвязочку. А все остальное в комбинезончике вяжем полустолбиками с накидом. Для первого полустолбика делаем 2 воздушные петли. 1, 2. От крючка отсчитываем 3 петли. Петлю на крючке не считаем. 1, 2, 3. В 4 столбик делаем накид. И в 4 столбик провязываем столбик, полустолбик с накидом. Вот у нас 2 воздушные петли. Это первый полустолбик считается. Второй мы связали. И провязываем в следующую петлю 3 полустолбик с накидом. Вот 3 столбика, это первая планка. Далее у нас идет регланная линия. В следующую петлю провязываем реглан. Полустолбик, 1 воздушная петля и сюда же полустолбик с накидом. Регланные линии будем всегда вязать так: полустолбик, воздушная петля, полустолбик. Далее петли рукава, 2 петли, 1 петля, полустолбик, и в следующую петлю 2 полустолбик. Затем опять регланная линия, полустолбик, воздушная петля, полустолбик. Далее петли спины, 8 полустолбиков ровно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Далее регланная линия, полустолбик, воздушная петля, сюда же полустолбик. Петли рукава, 2 петли, 2 полустолбика, 1 в следующую петлю, 2. Регланная линия, полустолбик, воздушная петля, сюда же полустолбик.
И остаются петли второй планки, 3 петли, так же как в начале. Один полустолбик, в следующую второй и в следующую третий. Вот так вот. Ой. Второй ряд. Делаем 2 воздушные петли, 1, 2, которые заменят нам первый полустолбик. Разворачиваем вязание. Следующий делаем второй полустолбик. Первый заменяет нам 2 воздушные петли, это второй. Далее третий и четвертый полустолбик. Затем вот в это отверстие, где мы делали полустолбик, воздушная петля, полустолбик, прямо внутрь провязываем регланную линию. Провязываем полустолбик, воздушная петля, сюда же полустолбик. Затем петли рукава. 1, 2, 3, на камеру неудобно, 4. Далее опять же дошли до второй регланной линии, делаем накид и провязываем внутрь опять регланную линию, полустолбик, воздушная петля, сюда же полустолбик. Далее петли спины. 10 полустолбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Далее регланная линия вовнутрь, полустолбик, воздушная петля, сюда же полустолбик. Петли второго рукава. 1, 2, 3, 4. Регланная линия, полустолбик, воздушная петля, полустолбик. И 4 петли второй планки. 1, 2, 3 и четвертый делаем во вторую воздушную петлю подъема, которую мы делали в начале прошлого ряда. Вот так. Третий ряд. Опять делаем 2 воздушные петли подъема, которые заменяют первый полустолбик. Разворачиваем вязание. Со второго столбика начинаем. Вот первый это 2 воздушные петли, второй мы провязали, третий полустолбик, четвертый, пятый, далее регланная линия, полустолбик, воздушная петля, полустолбик. Далее петли рукава. 1, 2, 3, 4, 5 и 6.
Далее регланная линия, полустолбик, воздушная петля, полустолбик, петли спины, всего должно быть 12 полустолбиков, 1, 2, 3, 11, 12. Регланная линия, полустолбик, воздушная петля, полустолбик, петли рукава, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Регланная линия, полустолбик, воздушная петля, полустолбик и вторая планочка, 5 петель, 1, второй полустолбик, 3, 4 и 5 во вторую воздушную петлю подъема. Накид, 5 полустолбик. Вот. Четвертый ряд. В этом ряду мы будем соединять кокетку. Провязываем 2 воздушные петли, которые заменяют первый столбик, полустолбик, разворачиваем, провязываем второй полустолбик, 3, 4, 5, 6, 7 полустолбик провязываем туда, куда мы вязали регланные линии, вовнутрь прям вот это отверстие, 7 полустолбик, 7. Затем 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4. Далее пропускаем петли рукава, делаем накид, следующий столбик провязываем в следующую регланную линию. Вот сюда вовнутрь регланной линии. Первый столбик, далее второй, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Так, сейчас 15 и 16 провязываем опять же в прошлую регланную линию. 16 полустолбиков получилось у нас, по одному в регланные линии и 14 по спинке. Далее опять 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4, делаем накид, переходим в следующую регланную линию, пропускаем петли рукава, провязываем в регланную линию первый полустолбик и далее по петлям второй, 3, 4, 5, 6 и 7 во вторую петлю, воздушную петлю подъема. Вот что у нас уже получается. Пятый ряд. 2 воздушные петли подъема, которые заменяют первый полустолбик, разворачиваем, далее вяжем второй полустолбик, 3, 4, 5, 6, 7. Далее у нас идут 4 воздушные петли, которые мы делали между рукавчиками, да? В первую петлю провязываем полустолбик,
во вторую петлю прибавку 2 полустолбика. 1, 2. В следующую петлю тоже прибавку 2 полустолбика. 1, сюда же второй. И в четвертую воздушную петлю просто полустолбик. Вот, у нас было 4 воздушных петли, в них мы провязали полустолбик, 2 прибавки, полустолбик. Далее вяжем просто ровно все полустолбики. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. И опять идут у нас 4 воздушные петли. В первую опять же делаем полустолбик, во вторую 2 полустолбика, прибавка, 1, сюда же второй. В следующую петлю тоже прибавку 2 полустолбика, 1, 2. И в четвертую петлю воздушную полустолбик. Далее полустолбики ровно. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 во вторую петлю подъема. Что у нас всего получилось в этом ряду? Значит, у нас получилось 8 полустолбиков, 2 прибавки, 18 полустолбиков, 2 прибавки и 8 полустолбиков. Всего в этом ряду у нас в конце ряда получилось 42 столбика. И теперь 6, 7 и 8 ряд, 3 ряда нам нужно провязать просто ровно по 42 полустолбика. Просто делаем точно так же 2 воздушные петли подъема, которые заменяют нам первый полустолбик. Мы его считаем всегда за столбик. И далее начинаем со второй петли точно так же провязывать ровно все полустолбики. Всего у нас получилось в этом ряду вместе с прибавками 42 полустолбика. И мы так провязываем без прибавок, без всего 3 ряда. 6, 7 и 8. Вот я провязала 3 ряда. Теперь в 9 ряду нам нужно сделать отверстие для хвостика. Провязываем 2 воздушные петли, которые заменяют первый столбик, полустолбик, и далее вяжем 2, 3 и так далее 20, всего 20 полустолбиков вместе с петлями подъема. И 20. Затем делаем 2 воздушные петли, пропускаем 2 столбика и в третий начинаем также провязывать полустолбики. И до конца ряда у нас тоже так же получится, как в начале, 20 полустолбиков. Вот такое отверстие для хвостика. Все, вот я довязала 20 столбиков до конца ряда. Теперь еще 2 ряда, 10 и 11 ряд нужно провязать также точно по 42 полустолбика. Вот в это отверстие мы просто провязываем 2 полустолбика. Получается 20 плюс 2, 20, и также у нас получится 42 столбика. Вяжем 2 ряда, 10 и 11 ряд, по 42 полустолбика с накидом. Вот я провязала еще 2 ряда. И теперь будем формировать ножки. У нас 42 полустолбика. Нужно разделить
это все пополам по 21 столбику. Отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. В 21 ставим маркер. И здесь у нас должно тоже остаться 21, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 столбик. Вот это в 21 ставим, это у нас одна ножка будет. И здесь остается еще 21 петля. Теперь вот так вот складываем. Вот в следующую после маркера петлю вводим крючок. Захватываем вот эту петлю, которая у нас осталась там, протягиваем в эту петельку. Провязываем 2 воздушные петли подъема, которые будут нам заменять первый столбик. И начиная со следующей петли, с изнаночного ряда начинаем. Так как у нас прошлый ряд, вот этот вот 11 ряд, он у нас был лицевым. Поэтому мы начинаем ножку вязать с изнаночного ряда, чтобы рисунок у нас сохранился. Вот, сделали 2 воздушные петли и начинаем с изнаночного ряда провязывать полустолбики. У нас их будет вместе с петлями подъема 21 полустолбик. 1, 2, 3. И так вяжем до конца ряда. Вот, довязали 21 полустолбик. Теперь вот где у нас были 2 воздушные петли подъема, провязываем туда соединительную петлю и начинаем следующий ряд. Провязываем 2 воздушные петли подъема, которые заменяют первый полустолбик, разворачиваем вязание и следующий ряд вяжем по лицевой стороне. Также точно 21 столбик полустолбик вместе с петлями подъема. По лицевой стороне вяжем второй ряд ножки. Довязали до конца ряда. Опять же делаем соединительный столбик во вторую воздушную петлю подъема. И вяжем третий ряд ножки по изнаночной стороне. 2 воздушные петли. Разворачиваем вязание. И по изнаночной стороне также провязываем 21 полустолбик. Довязали до конца ряда, делаем соединительный столбик во вторую петлю подъема, одну еще воздушную петлю для закрепления, ниточку вытягиваем и обрезаем. Вот такая ножка. И теперь нужно будет сделать обвязку. Берем любую плюшевую пряжу, либо какая вам подойдет для обвязки. Можно с люрексом, можно обычной какой-нибудь другой, просто другим цветом обвязать. В общем, на усмотрение уже, неважно там. И начинаем обвязывать. Обвязывать будем столбиками без накида. С серединки вот здесь вот между ножками, где с любой петельки присоединяем ниточку. Делаем одну воздушную петлю. Вот эти ниточки от вязания, которые остаются, прячем под вязание. И в каждую петлю провязываем по одному столбику без накида. Вот так вот. И так вяжем по всей ножке. У нас также точно получится 21 столбик. Только уже будет у нас столбики без накида. В конце ряда делаем соединительный столбик, одну закрепительную петлю и ниточку обрезаем. Не хочет. Так вот, затягиваем. Все. Первая ножка у нас готова. Сейчас будем вязать вторую. Ниточку нужно спрятать вот здесь,
по изнаночной стороне внутри вязания. Так, теперь вторую ножку я покажу, как соединить, как начать, а дальше она вяжется точно так же аналогично первой ножке. Берем ниточку, вот так вот с изнаночной стороны вводим крючок не вот туда, где у нас маркер стоит, а в ту же петлю, в которой мы соединяли первую ножку. И ниточку протягиваем и просто завязываем на узелок. Закрепили просто, в общем, ниточку, да? Теперь берем эту вторую вот так вот ножку, где у нас были 2 воздушные петли подъема, они у нас заменяли первый полустолбик. Туда во вторую петлю подъема ставим крючок и вот эту ниточку, которую мы прикрепили, протягиваем через эту петельку. Далее делаем 2 воздушные петли подъема и опять же будем вязать вторую ножку по изнаночной стороне, первый ряд. Вот этот уже маркер убираем, это у нас первая петелька будет. Вот эту ниточку прячем под вязание и начинаем вязать. Вот это первая петля, первые 2 воздушные петли подъема. И далее по изнаночной стороне опять же провязываем все полустолбиками. Вместе с петлями подъема у нас также точно получится 21 полустолбик. Все, провязываем первый ряд по изнаночной стороне. В общем, дальше я уже не буду показывать. Также точно аналогично, как первая ножка. Первый ряд 21 полустолбик по изнаночной стороне, второй ряд 21 полустолбик по лицевой стороне и третий ряд 21 полустолбик по изнаночной стороне. Дальше там ниточку, этот ряд соединяем соединительным столбиком, ниточку обрезаем и делаем обвязку, один ряд столбиками без накида, какой-нибудь пряжей, которая у вас для обвязки будет. Вяжем. Вот я связала один рукавчик. Сейчас мы с вами вместе свяжем второй. Берем ниточку. Так как у нас вот этот ряд, последний ряд рукава был лицевой, то, ой, не рукава, ну да, рукавчика, вот это верхний ряд, то нам опять надо будет начать с изнаночного ряда. Начнем вот здесь вот с серединки, где у нас были 4 воздушные петли. Берем с изнаночного ряда, смотрим, где у нас были вот эти 4 воздушные петли, из них были 1 полустолбик, 2 прибавки и 1 полустолбик. И вот где вот эти 2 прибавки, смотрим во вторую петлю, которая с прибавками, продеваем крючок и провязываем 2 воздушные петли подъема. В следующую воздушную петлю, в 4-ю, провязываем полустолбик. Теперь вот у нас между вот этими петлями рукава, где у нас 8 петель рукавчика было, был вот здесь вот ряд еще один. И в него мы провязываем 2 полустолбика. Куда-нибудь, в любое место. Главное, чтобы не было каких-нибудь там особых дырочек. 1 полустолбик и второй. Затем вот в эти вот петли рукава 8 петель провязываем 8 полустолбика. 1, 2. Вот эту ниточку начальную, которую прячем под петли. 3, 4. Это можно обрезать. 5, 6, 7, 8. И теперь опять вот здесь в боковой ряд делаем 2 столбика, полустолбика. 1,
вот в эти 2 оставшиеся воздушные петли, которые из 4 у нас были, провязываем 2 полустолбика. 1 и 2. И делаем соединительный столбик во вторую воздушную петлю подъема, которую мы делали в начале ряда. Всего у нас получилось здесь 16 петель. Получается 8 у нас по рукаву было, 4 воздушные петли, которые мы набирали, и по 2 петли по бокам мы добавили. Получилось 16 петель. Теперь второй ряд. Также точно поворотными рядами будем вязать. 2 воздушные петли подъема, разворачиваем вязание, и теперь уже второй ряд рукава вяжем по лицевой стороне. Начиная со второй петли провязываем 16 полустолбиков. Вяжем по второй стороне. Ой, второй ряд он будет лицевым. В конце второго ряда провязываем также соединительный столбик во вторую воздушную петлю подъема. 2 воздушные петли, которые заменяют первый полустолбик, разворачиваем, и третий ряд рукава вяжем тоже так же 16 полустолбиков, только по изнаночной стороне. В конце третьего ряда также точно соединяем во вторую воздушную петлю, делаем соединительный столбик. 2 воздушные петли подъема, разворачиваем вязание и вяжем последний ряд рукава, 4-й ряд, это по лицевой стороне 16 полустолбиков. В конце 4-го ряда делаем соединительный столбик во вторую воздушную петлю подъема, 1 воздушную петельку закрепляем, ниточку обрезаем. И также точно как ножки мы обвязывали, обвязываем одним рядом плюшевой пряжей, или какую там у вас для обвязки. Берем в любую петельку, 1 воздушная петля, ниточки прячем под вязание и в каждую петлю провязываем по 1 столбику уже без накида. Все, вяжем 16 столбиков без накида. В конце ряда делаем соединительный столбик в начало ряда, 1 воздушную петельку закрепляем, ниточку обрезаем и прячем внутри вязания в петельках. Вот так вот. Связали рукавчики, теперь сделаем обвязку планки. Будем обвязывать этой же ниточкой, которую вязали, столбиками без накида. По этой стороне будем просто делать столбики без накида, здесь будем делать петельки. Смотрим, у нас здесь 12 рядов, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Провязываем в каждый ряд по 1 столбику без накида. Присоединяем ниточку, делаем воздушную петлю и с первой же петли начинаем провязывать столбики без накида. 1, далее следующий ряд 2 столбик, следующий ряд 3 столбик. И так в каждый ряд по 1 столбику. Не затягивайте столбики. 4, 5, 6 и так далее. В каждый ряд по 1 столбику без накида. Вот так, чтобы не затягивалось сильно, не надо там. Как вот идет так, чтобы была ровненькая цепочка, так и провязываем столбики без накида. Вот, у меня получилось 12 столбиков. В каждый ряд по 1 столбику. Провязываем 1 воздушную петлю подъема, вязание разворачиваем и с первой же петельки
в обратном направлении по изнаночному ряду точно так же в каждый столбик провязываем по одному столбику без накида. У нас их тоже будет 12 столбиков. Вяжем второй ряд обвязки столбиками без накида, 12 столбиков по изнаночной стороне. Довязали до конца ряда, делаем одну воздушную петлю, опять вязание разворачиваем и третий ряд обвязки провязываем точно так же по лицевой теперь стороне 12 столбиков без накида. Вяжем третий ряд. В конце ряда провязываем закрепительную воздушную петлю, ниточку обрезаем, так вот, и прячем ниточку внутри вязания по изнаночной стороне. Так, теперь с этой стороны, так как первый ряд у нас обвязки лицевой, поэтому с этой стороны мы начинаем вязать сверху, а не снизу, да? Все, также точно первый ряд прикрепляем ниточку, делаем воздушную петлю и начинаем провязывать точно так же в каждый ряд по одному столбику без накида. У нас также получится 12 столбиков. Вяжем первый ряд обвязки с этой стороны. Все, довязали до конца первый ряд. Во втором ряду будем делать петли для пуговиц. Так как у меня пуговки маленькие, 8 миллиметров, я буду делать петельку из одной петли. Так. Сейчас. Делаем одну воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание и провязываем один столбик без накида. Затем делаем одну воздушную петлю, это для петельки, одну петлю пропускаем и провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. У меня будет 3 пуговки. Затем опять для второй пуговки воздушная петля, одну петлю пропускаем, далее 3 столбика. 1, 2, 3. И третья петля, воздушную петлю, одну петлю пропускаем, и до конца ряда у нас остается еще 2 столбика. Все, сделали 3 петли. Следующая одна воздушная петля и третий заключительный ряд провязываем также 12 столбиков без накида. Там, где были воздушные петли у нас для пуговок, туда вовнутрь, просто вовнутрь провязываем столбик без накида. Вот. У меня маленькие петельки, потому что пуговки совсем маленькие. И они сюда свободно проходят. Все, вяжем 12 столбиков без накида до конца ряда. Все, в конце ряда делаем закрепительную петельку, ниточку обрезаем и прячем внутри вязания. Затем по вот этой стороне напротив петелек пришиваем пуговки, и планочка будет наша готова. Все, я пришила пуговки, спрятала все ниточки. Теперь нам нужно сделать воротничок. Так, я беру пряжу софти, плюшевую пряжу, набираю 22 воздушные петли, делаю закрепительную петельку и набираю 22 воздушные петли. 1, 2, 3, 4 и так далее. Вот 22 воздушные петли. Теперь берем наш комбинезончик и
начиная от самого края, держим вот это вот, как у нас набрано 22 петли, и начинаем провязывать столбики без накида. Вот так мы прикрепили эту цепочку. И просто в каждую петельку по воротнику провязываем столбики без накида. Все, так вяжем до конца воротничка, потом я покажу. Вот я довязала до конца ряда столбики без накида. И теперь по этой стороне также набираем 22 воздушные петли для второй завязочки. Вот такой простой совершенно воротничок. Все, начинаем набирать 1, 2, 3 и так далее. 22 воздушные петли. Вот я провязала, даже вторую сторону можно не считать, потому что пряжей софти очень сложно вот набирать воздушные петли, чтобы они были одинаковые, да? С одной стороны можно набрать слабже, с другой это их же плохо видно. Можно просто вот первую, допустим, набрать 22 воздушные петли, а потом вторую просто вот так вот вязать, примерять примерно, чтобы одной длины были. Все. Потому что можно набрать такое же количество, но они будут разные по длине. И делаем закрепительную петельку, ниточку обрезаем. Все. Я просто прикреплю на кончике, по желанию можно прикрепить бусинки. Я покажу, как я делаю. Я просто беру иголочку, продеваю ниточку в бусинку, протаскиваю так, чтобы зацепить вот эту всю часть, завязываю узелочек на самом кончике вот это вот цепочки нашей, вот так, чтобы бусинка не выскочила. Завязываем такой узелок, подвигаем назад бусинку, вот так вот, и здесь ниточку чуть-чуть оставляем кончик, чтобы не вылетело, не развязалось ничего, и вот так вот обрезаем. Все. И аналогично на этой же стороне также точно я прикреплю сейчас бусинку. Все, бусинки я прикрепила. На этом вязание нашего комбинезончика окончено. Остается нам только нарядить в него тигренка. Берем тигренка нашего и начинаем одевать. Удобно немножко на камеру одевать. Так, хвостик. Застегиваем. И
завязываем как-нибудь завязочки, кому как нравится. Можно на бантик, можно без бантика. Это уже на усмотрение каждого. Все. На этом вязание комбинезончика окончено. Спасибо всем, кто вязал вместе со мной такой комбинезончик. Также не забывайте присылать мне фото своих тигрят и вообще все, что вы вяжете по моим мастер-классам. На следующей неделе выйдет следующий, уже 14-й выпуск вашей работы по моим мастер-классам. Спасибо всем еще раз, кто присылает мне фото. Всегда с удовольствием их получаю, с удовольствием смотрю. Когда плохое настроение, я их пересматриваю. Они мне поднимают настроение. Так что буду ждать ваших фото. Все, спасибо за то, что были со мной до конца. Всем пока!